Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить потрясающе вкусный, отлично пропитанный, с насыщенным шоколадным вкусом домашний торт-лежанка. Торт очень просто и легко готовится. Данное количество ингредиентов рассчитано для торта диаметром 19 см, высотой 8 см и весом килограмм 650 граммов. Давайте приготовим. Приготовим шоколадный бисквит. В чашу просеем 180 граммов или 9 столовых ложек без верха пшеничной муки, 45 граммов или 4,5 столовые ложки без верха какао. Добавляем 140 граммов или 7 столовых ложек без верха сахара, щепотку соли, 10 граммов или 1,5 чайные ложки соды. Перемешиваем до однородного состояния. Вливаем 220 граммов или миллилитров молока комнатной температуры, 90 граммов или 9 столовых ложек растительного масла. Добавляем 3 яйца. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 14 граммов или 1 полную столовую ложку 9% уксуса. В данном рецепте 1 полную столовую ложку 9% уксуса можно заменить 2 столовыми ложками свежевыжатого лимонного сока. Перемешиваем до однородного состояния, реакция уксуса должна полностью прекратиться. Соберем тесто со стенок и перемешаем по дну. Тесто получается не густое, оно легко стекает с лопатки. Я выпекаю бисквит на противне, засланной пергаментной бумагой. Чтобы тесто не растекалось, я из пергаментной бумаги сделала форму с небольшими бортиками. Размер моей бумажной формы 20 на 40 см. Делим тесто на 2 равные части. Выливаем одну часть теста на противень и равномерно разравниваем. Я разравниваю от середины к краям. Возможно, это особенность моего противня, но он имеет небольшое невидимое глазом углубление в середине, и тесто с краев стекает в середину. Если у вас противень ровный, то просто равномерно разравнивайте. Убираем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку до готовности. У меня бисквит выпекался 10 минут. Готовность бисквита проверяем деревянной палочкой. Прокалываем, если палочка выходит сухой, значит бисквит готов. Пересушивать бисквит не надо. Накрываем бисквит пергаментной бумагой, решеткой и переворачиваем. Убираем пергаментную бумагу, на которой бисквит выпекался. Оставляем бисквит остывать на решетке. И таким же способом сразу приготовим второй бисквит. Оставляем бисквиты остывать. Остывают они очень быстро. Пока бисквиты остывают, приготовим шоколадный крем. Разогреем в микроволновой печи или на водяной бане 120 граммов черного шоколада с содержанием какао 50%. Размешиваем шоколад до однородного состояния и оставляем на столе. В 500 граммов густого натурального йогурта, по желанию йогурт можно заменить сметаной. Добавляем 110 граммов или 5,5 столовых ложек без верха сахарной пудры и 30 граммов или 3 столовые ложки без верха просеянного какао. Перемешиваем до однородного состояния, сахарная пудра и какао должны полностью раствориться. Добавляем 30 граммов или миллилитров коньяка или бренди. Перемешиваем до однородного состояния. Если вы алкоголь не употребляете, то его можно заменить ароматизатором с коньячным вкусом. Или можно вообще ничем не заменять. Добавляем ранее растопленный шоколад. Хорошо все перемешиваем венчиком до однородного состояния. Крем готов, он очень вкусный, имеет насыщенный шоколадный вкус с легким оттенком коньяка. Данный крем очень хорошо пропитывает бисквитные коржи и после стабилизации отлично держит форму. Из остывших бисквитов вырежем круглые коржи. Из одного бисквита вырезаем 2 коржа диаметром 19 см. Обрезанные кусочки оставляем, ими позже обсыпем бок торта. Всего у нас должно получиться 4 коржа, каждый диаметром 19 см. У меня один круг получился неровным, тонким с одного края. Если у вас вдруг получится так же, то ничего страшного. Край коржа можно нарастить с помощью отрезанных кусочков. В собранном виде этот недостаток не будет виден. Соберем торт. Выкладываем первый корж на тарелку. Устанавливаем разъемное кольцо и ацетатную пленку. Делим визуально крем на 3 части и покрываем первый корж 1/3 частью крема.
На крем выкладываем второй корж. Корж слегка придавливаем. Корж покрываем 1/3 частью крема. Крем равномерно разравниваем. Выкладываем третий корж на крем. Корж слегка придавливаем. Кусочек, которым я наращиваю корж, снизу смазываю кремом и прикладываю к коржу. На корж выкладываем оставшийся крем и крем равномерно разравниваем. На крем выкладываем последний, четвертый корж. Корж слегка придавливаем. Сверху корж будем промазывать клюквенным джемом. Можно брать любой джем с кислинкой, который вы любите, например, вишневый джем или джем с красной смородиной. Покрываем верхний корж 50 граммами клюквенного джема. Убираем торт в холодильник и приготовим шоколадную глазурь. Разогреем до горячего состояния в микроволновой печи или на водяной бане 40 граммов или миллилитров молока и 50 граммов сливочного масла. Сливочное масло должно полностью растопиться. В горячее молоко с маслом высыпаем 80 граммов измельченного черного шоколада с содержанием какао 50%. Высыпаем так, чтобы шоколад был полностью покрыт молоком. Подождем пару минут, чтобы шоколад растаял. И перемешаем все венчиком до однородного состояния. Глазурь готова, выливаем глазурь на верхний корж. Аккуратно провернем торт по кругу, чтобы глазурь равномерно покрыла всю поверхность. Если на поверхности глазури есть маленькие пузырьки воздуха, их можно аккуратно проткнуть деревянной палочкой. Убираем торт в холодильник пропитаться и стабилизироваться минимум на 5-6 часов. Я обычно убираю на ночь. Глазурь, которая осталась на стенках чашки, я собираю и перекладываю в кондитерский пакет. По объему это примерно 1 столовая ложка. Пока убираем пакет с глазурью в холодильник, потом разогреем ее в теплой воде и украсим глазурью верх торта. Охлажденный торт освобождаем от кольца и ацетатной пленки. В теплой воде или микроволновой печи растопим глазурь в пакете. В пакете делаем маленький срез с уголка и рисуем глазурью тонкую сеточку. Обмазываем бок торта кремом, который остался на ацетатной пленке. Мне хватило данного крема. Если крема вам не хватит, то можно бок торта смазать тонким слоем клюквенного джема. Обрезанные края от коржей измельчаем в блендере в крошку. И обсыпаем крошкой бок торта. Шоколадный торт «Фрижанка» готов, его можно подавать к столу. Советую вам его приготовить, моим домашним торт очень понравился. Помимо того, что торт потрясающе вкусный и легко готовится, он получается красивым и высоким. Прекрасно подойдет для любого праздничного стола. Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.